Всем привет, друзья! Мне постоянно задают один и тот же вопрос. Когда монтировать кухонный фартук? До или после установки кухни? Давайте сегодня в этом коротком видео раз и навсегда разберемся с этим вопросом. Погнали! Чаще всего мебельщикам все равно, есть фартук или нет. Они могут обойти фартук, который уже есть, либо сделать кухню без него. По сути, мебельщики пришли и ушли, и им все равно. И единственный человек, кроме заказчика, которому не все равно, это дизайнер интерьера. Поэтому, на самом деле, это одна из причин ведения авторского контроля, потому что дизайнеру важна итоговая картинка. И он будет пинать подрядчиков, чтобы они соблюдали все мелочи и нюансы, чтобы в итоге получилась классная картинка. Для начала надо определиться, из какого материала будет ваш фартук. Это напрямую влияет на момент его монтажа. Значит, какие у нас бывают варианты фартука? Самый простой и распространенный – это, конечно же, фартук из керамогранита или керамической плитки. Но он бывает мелкоформатный и крупноформатный. Конечно же, крупный формат, его главный плюс – это то, что в нем, по сути, только один шов по периметру. А в маленькой плитке, чем она меньше, тем больше швов. В них залипает грязь, это как бы непрактично, поэтому на самом деле сейчас очень популярны фартуки из сплошного куска керамогранита. Дальше это искусственный или натуральный камень. Конечно же, главное преимущество это то, что у вас будет большой слэп и очень мало швов. Плюс, конечно же, натуральный камень в разы красивее, чем керамическая плитка. Еще один вариант – это фартук из мебельных фасадов. То есть это может быть любой мебельный фасад МДФ, ЛДСП, шпон, все что угодно. Мы просто берем тот же фасад, который используется в кухне, и используем его на фартуке. Еще один модный материал – это стекло. То есть матовое, прозрачное, с картинкой. Кто-то любит уточек на своем фартуке. Это уже вкусовщина. Оно очень практичное, потому что легко убирается. То есть с него одним движением можно убрать любую грязь. Есть еще одно нетривиальное решение – это фартук из нержавеющей стали. Это очень красиво, это очень практично, по моему мнению, но для большинства, на самом деле, первая ассоциация – это столовая. Поэтому они очень редко используются в дизайне. Мы определились с материалом, теперь у нас есть толщина фартука. Дальше мы выбираем, какой толщины у нас будет столешница, на какой высоте от столешницы будут располагаться верхние ящики, если они вообще будут. Это повлияет на эргономику, высоту кухни. Это тоже очень важно для именно определения размера фартука по высоте и по ширине. И теперь мы готовы ответить на самый главный вопрос. Когда монтировать фартук? До установки кухни или после? Ответить на этот вопрос очень легко. На самом деле это вопрос про ответственность. Настройки – это вообще самое главное понятие. Кто за что отвечает? Или на кого можно в случае чего свалить вину? Фартук влияет, в фартуке самое главное – это примыкание. Это то, что влияет на его эстетику. От чего же зависит примыкание? Это, по сути, три позиции. Первое – это стена, к которой примыкает фартук. Насколько ровная стена. И это ответственность строителей, насколько они ровно ее сделали. Вертикально, горизонтально, насколько у нас ровные углы. То есть насколько четко сделана геометрия. Следующее – насколько ровная мебель. Это уже ответственность фабрики. Насколько у них получилось сделать ровную мебель, соблюсти все углы под 90 и так далее. Опять же, это очень важно от исходной геометрии самих стен, потому что мебель у нас прикасается все-таки к стенам. Тут уже обоюдная ответственность и строителей, и фабрики. Ну и третье – это насколько ровно установлен фартук. Тут уже зависит и от материала фартука, соответственно, от производителя, ну и, конечно же, от установщика, насколько ровно он смог установить фартук. Но после это не обязательно правильный ответ. Иногда плитку можно клеить и до. Например, вы знаете, что есть керамогранит толщиной 3 мм. Или в качестве фартука используется декоративная штукатурка. В этом случае, конечно же, у нас сначала наносится декоративная штукатурка, либо клеится тонкий фартук, по сути это как лист бумаги, а уже потом представляется кухня. И опять же, если у нас есть фартук, который мы замерили, то будет очень многое зависеть от того, насколько корректно сделаны замеры мебельщиками и насколько потом встанет и кухня. И они это очень не любят. Вот они будут вам говорить, что фартук клеится потом, потому что если фартук клеится до кухни, то, естественно, за все вот эти кривые морковки, несостыковки, примыкания будут отвечать мебельщики. Они это очень не любят. И не обязательно это зависит от мебельщиков, потому что очень часто прорабы с кривыми руками делают кривые стены, которым просто невозможно идеально представить мебель. Вот ты представляешь мебель, а у тебя там получается щель от того, что стена завалена. И что с этим делать? Только делать какой-то нащельник. Очень сложно разобраться, кто и в чем виноват. В общем, давайте подытожим. Правильный ответ – фартук нужно делать после установки кухни. Но
При особом желании и при некоторых условиях фартук можно ставить и до, и это не будет ошибкой. Но это чревато некоторыми последствиями и сложностями. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы видеть самые актуальные работы нашей студии. Если видео ответило на ваш вопрос до или после, то поддержите его лайком. И обязательно оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь на него. Пока-пока!